Всем привет! С вами Кайф Патруль, и сегодня мы прибыли на место Devil May Cry 5, чтобы выяснить, имеется ли тут кайф, так что задержимся до выяснения обстоятельств. Я честно думала, что поиграю в нее, скажу игра пушка, кроме сегментов за Ви, а так 100 из 10, всем советую, все свободны, но об этом вы узнаете далее. Немного нарушу хронологию и начну с титров. Нет, ну а что? Мое видео, как хочу, так и монтирую. Какие же тут обалденные титры. Если в вашей игре титры сделаны не так, то можете меня ее и не звать. А сейчас цитата Алекса. Сразу скажу, что я тупой. Я проходил игру на стриме и забыл поставить запись первой части прохождения. Поэтому пришлось зайти после прохождения и пробежаться на новой игре плюс. И оказалось, что тут врагов посильнее подкидывают в начало игры. Их усиливают и вводят новую фишку, что после победы над новым врагом сохраняют его фотокарточку со смешной припиской. Приятно, что ребята подумали об эндгейме. Нарезка этих карточек будет в конце. Нас встречает катсцена, где Илон Маск смотрит на происходящий тут капец. А потом и Цукерберг подтягивается, и нас знакомит с Неро, одним из протагонистов. Он вместе с Кайло Реном идет к нашему антагонисту. Ой, не тот кадр. Так, вот он, извиняюсь. Очень уж похожие ребята. Это Уризен, сверхмощный демон, как он сам думает. Сразу договоримся, я не японец. Если где-то там сделаю не так ударение, смело поправляйте в комменты. Только давайте вот без этого, что японские игры надо проходить в оригинальной озвучке, на максимальной громкости, с завязанными глазами, действуя исключительно на слух. Я тут, так сказать, первый раз, а как известно, один раз не атаку. Что-то я отвлеклась. Итак, вместе с моим 2007 мы доходим до Уризена и видим, как Данте с двумя цыпочками прилег отдохнуть. Да-да, без регистрации СМС, смотреть далее. Но наш Неро парень бравый, на женский пол внимания не обращает. Ведь он тоскует по своей правой руке, которую этот Уризен и оттяпал. Поэтому, долго не думая, мы кидаемся в бой. И чтобы мы не отъехали в начале игры, за нас впрягается Данте и говорит, чтобы мы не мешались. А Ви утаскивает нас со словами «Найди способ стать сильнее и помочь». И вот тут хотелось бы заострить внимание. После того, как я отбилась от нарутовских флешбеков, начинается следующая катсцена, в которой написано, что прошел месяц. То есть Данте с Уризеном по заветам Мадары с первым Хокаге сражается уже месяц? Ладно, проехали, это же японцы. Нас в красивом видике везут на очередную арену резать мобов. И вот тут хочу отметить, что все катсцены срежиссированы и поставлены просто великолепно. Динамика, насыщенность картинки, саунд-дизайн – все на уровне. Но не будем о прекрасном и поехали дальше. Под бодрую музыку нам показывают, что мы не Кэл Кэстес, и вообще тут не Jedi Fallen Order. Тут у героя есть яйца, и он вообще классный. Не скучайте по Данте, смотрите, какой классный Неро. Нас знакомят с первым мусорным боссом, являющим собой корни древа, которое проросло из ада в мир людей. Это важное древо, держите в голове мысль о нем. И начинается флешбэк, в котором бомж в лохмотьях ворует руку Неро среди бела дня. Что творится-то? Если бы у него руку не украли, всей бы его геймплейной фишки с протезами-то и не было. И отчекрыженная культя Неро превращается в меч. Я сама в шоке. Если кратко, Неро является демоном, и правая рука тому подтверждение. Как внутри нее оказался демонический меч Ямато, я и сама не в курсе. Если кто знает, напишите в комменты, просветите нас. Выйдя из грез о самой полезной для молодого парня конечности, мы приходим к боссу Голиафу. Дизайн босса клевый. Но Миядзаки нас учил бояться только тех, кто выглядит как человек. Так что, не задерживаясь, сносим этого громилу. Хочу сказать, что Алекс проходил эту игру на легкой сложности, так как некоторые игры, и особенно God of War 2, дали понять, что душно ковырять по 10 минут одного врага. Это не то, чего хотелось бы. Я бы отметила, что здесь даже на легкой сложности враги дохнут чуть дольше, чем стоило бы. Кстати, диалоги и ролики сделаны с явным налетом японщины, что делает их легкими и приятными. Прискакивает Ви и добивает своей заточкой врага.
То есть танцевала с ним я, а фраг достается Эмобою? Грустно. И что бы вы ни думали, при чем тут эти демоны? С убийством этих бедолаг мы ослабляем то самое древо, но прямо нам об этом не говорят, вроде. Тут как бы все переплетено. Ай, ладно, все дальше и сами знают по тексту. И снова босс. Что приятно, все боссы тут разные, и битвы с ними уникальны. Но мы быстро ей объясняем, как надо себя вести, и она проигрывает. Из ее тела мы спасаем леди. Да, ее так и зовут. Это одна из тех двух девиц, возлежавших с Данте в начале видика. Так как Алекс чуть-чуть поиграл в 3-ю или 4-ю Devil May Cry и прошел только DMC, в этом моменте понадеялся, что все эти персонажи нововведенные, чтобы не только мы были в растерянности от происходящего. И вот тут игра начинает заигрывать с хоррором, и происходит страшное, а именно игра за Ви. Боже, этот Ви, пафосный год, которым все не такие, как все мечтали казаться, кидается пафосом, а на деле... Хочется глянуть в глаза разработчикам и спросить, за что? Кто это все придумал? Кто придумал такой геймплей за персонажа? Так вот о страхе. Я вам еще не говорила, но я очень боюсь. Боюсь умереть от духоты. А более душного геймплея, чем за Ви, я еще нигде не видела, а я видела некоторое дерьмо. Немного о нем. Вы ставите таргет на врага и бьете его демонами. Ворон, пантера и голем. Вы просто стоите, и демоны лупят врагов за вас. В слэшере. А чтобы вы не чувствовали себя лишним, они сносят все ХП, но убить не могут. Демоны не могут убить. Все окей. Алекс даже на стриме попробовал просто стоять и бить демонами. Даже уклоняться не пришлось. Вот так вот интересно. Это как представляете, что вам надо залить полный бак бензина. Игра – это процесс заполнения, финал игры – это результат как полный бак. А игра за Ви ощущается как наполнение этого самого бензобака пипеткой, с трещинами в стекле и отсутствующей резинкой. В общем и целом, скипаем этот момент, валим одного босса, второго и перестаем играть за Ви. Забавно то, что играть за него настолько муторно, что Алекс после этой миссии закончил трансляцию. Всего через 2,5 часа от начала. А ведь он может играть и часов по 10. А тут эта духота физически выматывает. Тут происходит забавное. Дрыщ видит еще одного босса и такой: «Текаем! Мы это не вывезем!» И убегает пешком, пока не ловит оплеуху. Возвращаемся к Неро, который как раз приходит к тому же боссу и раздает ему лещей отеческих. Перетерев за жизнь, ребята отправляются к Уризену, но по пути Ви решает сделать крюк и забрать меч Спарды. Для тех, кто не в курсе, Спарда – это отец Данте, очень могущественный демон, в соло одолевший Мундуса, и, поняв, что стал слишком крут, сам себя запечатал, оставив Данте свой меч. Вы спросите, а кто такой Мундус? Я вам скажу, что если я буду рассказывать о всем лоре игры, мы тут будем сидеть еще очень долго. В игре он не фигурирует, так что и бог с ним. Кто знает за историю Мундуса, может чиркнуть в комменты. И вот Неро снова приходит к Уризену. И знаете что? Он сидит все там же, все в той же позе. И стоило вот становиться таким крутым, чтобы сидеть так и скучать. Какой профит от такого могущества? И недолго думая, мы снова огребаем. Переключаемся на Ви. Но я в благородство играть не намерен. Ищешь меч Спарды, значит есть за что. Так что ноги в руки и бегом по сегменту. Найдя меч, мы обнаруживаем там же и Данте. И его якобы не могли найти из-за излучения от меча. И хочется сказать только одно. Ой, как удобно. Чтобы где угодно не искать Данте, его любезно положили рядом с мечом. Ну ладно, мошнить не буду, сюжет тут в целом хорош. И вот это поворот! Знаете, кто такой Ви? Нет, вы не угадали. Ви это не Вендетта, он не наденет маску Гая Фокса и не уйдет обратно сниматься в продолжениях «Звездных войн». Так вот, Ви это Виргилий, брат Данте, кто бы мог подумать. Для кого-нибудь это вообще было твистом? А тем временем нас забрасывают во флешбэк, где Данте планирует возлежать с двумя дамами на глазах у Неро и Уризена.
Вот он, долгожданный геймплей за Данте. Тот, кого ты представляешь, когда кто-то говорит Devil May Cry. Маскот серии. Мужчина в самом соку, быстр и опасен. Хотя на деле он быстр только со своими демоническими перчатками. С остальными мечами он какой-то медленный. Но все лучше, чем Ви. И так как это флешбэк, мы сливаем бой Уризену. Возвращаемся в настоящее, и даже не дойдя до босса, мы переходим к тому «но» из начала прохождения. Я поняла, что игра меня начала душить. Не поймите неправильно, игра-то интересная, сюжет норм. Но вот динамика геймплея, может быть, тут надо заучить все комбо и играть на геймпаде, как на пианино, но... Алло, я заплатила за игру, развлекай меня, будь добра. Я проходил God of War 3, тот, который еще был слэшером, DMC, и обе эти игры двигали вперед, зрелищные и быстрые бои, а в катсценах этих игр ты воспринимал сюжет и передыхал от молниеносного геймплея. А здесь очень много катсцен, и какой-то игре это могло бы пойти во вред, но я был счастлив, что их так много, и огорчался, когда их прерывало геймплеем. Катсцены тут просто секс. Они динамичные, с юмором и отличным цветокором. Если судить только по ним, то я ставлю 3 Вергилия, 6 Данте и 3,5 Нера из одного Уризена. И мною было принято решение быстро пробежать игру, так что давайте дальше без остановок. Босс, катсцена, показывающая, как Вергилий разделил себя на Уризена и Ви, Данте, всаживающий в себя клинок, не зная, станет он крутым демоном или умрет от колюще-режущих. Но, как говорил один мудрец, в такие вещи надо просто верить. Закусываемся с Уризеном на равных в демонических обличиях, оформляем ему путевку в санчасть, но он до получения оной решает ливануть с матча. Догоняем. По очереди проходим один сегмент за Данте, Нера и Ви, который теряет своих демонов. Их надо вернуть, правда, с каждым надо одолеть старых боссов. Тем временем Нера вступает в бой с новым боссом, и Данте тоже. Вы держали все это время в памяти древа? Так вот, тут нам показывают, что напитавшись людской кровью, на нем созрел плод, и Уризен его съедает, чтобы стать Данзо и получить титул Хокаге. Разносим его, Ви воссоединяется с Уризеном и возвращается в виде Вергилия. Говорит: «Го, потанцуем», но после душа и отдыха. Нера получает ачивку «Вот это поворот», узнав от Данте, что Вергилий его отец, и поэтому ему в танцах не место. Данте приходит на баттл, перетанцовывает брата, и прежде чем его зафиналить, выскакивает Нера, обламывает все веселье и говорит: «Давайте жить дружно». Прислушавшись к нарутотерапии, Вергилий и Данте идут рубить древо и титры. И вы посмотрите, они даже финальные титры сделали крутыми. Каков итог? Если геймплей предыдущих частей похож на 5, то я пас. А вот если чисто катсценки в виде анимашки посмотреть сезон другой, я за. И это мое субъективное мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какие игры еще хотите увидеть в этой рубрике. Смотрите нарезку тех самых карточек и до скорого.